Привет, уважаемые друзья! Сегодня я хочу поднять очень важную тему, а других тем я стараюсь не поднимать. Значит, на мой взгляд, в Украине откроется или уже открыт, я надеюсь, я открыл этот фронт, это внутренний фронт, фронт борьбы с чиновниками. Я прошу вас досмотреть это видео до конца. Тем, кто не подписан, сразу же подписаться на канал, обязательно поставить колокольчик. И я хочу вам сказать, что именно в конце видео я подведу итоги, которые для вас, по идее, очень важны. Значит, как вы знаете, уже бывший глава НБУ Шевченко объявлен в розыск НАБУ. Это тот самый Шевченко, который учил нас с вами, как жить, который до этого, по информации из прессы, проворовался в Укргазбанке. А я всегда говорю и буду говорить, что государственная банковская система, госбанки – это зло, и в Украине не должно не остаться ни одного государственного банка. Все государственные банки – это кормушка для зарабатывания денег чиновниками, всякими негодяями, всякими так называемыми бизнесменами, которые на самом деле не являются никакими бизнесменами, а всего лишь только работают в связке с государством, грубо говоря, а может даже не грубо говоря, говорю вам так, как оно есть, обворовывают просто настоящих предпринимателей, настоящий креативный класс и просто людей, всех граждан Украины. Но Шевченко – это не тема дня, а гвоздь программы – это Богуслаев, тот самый глава Мотор Сичи, крупнейшего запорожского предприятия. Этот негодяй, которому уже 80 плюс по возрасту, оказался предателем Родины и с поличным был просто пойман, выложены аудиозаписи, хотите, легко найдете их в Ютубе, его прослушали. В общем, там все абсолютно для меня понятно. В чистом виде предательство Родины, в чистом виде государственная измена. Этот подонок смеялся, общаясь с руководителями, я так понимаю, оборонных предприятий России, продавал им двигатели, продавал им другое снаряжение для вертолетов, самолетов и чего-то там, чего, не знаю. Короче говоря, для всего того оружия и вооружения, которыми потом убивали наших солдат, людей, детей и все наше население. Вот чем занимался этот негодяй, который сейчас себя строит невинного и там цирк устроил в суде. Кстати говоря, там были такие вещи, он сказал, что тут националисты, если националисты, Зеленского скоро свалят, то есть он гнал ту же пургу, которую гонит вся Роспропаганда. Ну, с Богуславием все понятно, негодяй, и гнить ему в тюрьме до конца его ничтожной жизни, я считаю. А вот что здесь самое интересное, это то, как вел себя дебил, как он сам себя называл, Тимофей Милованов, который, кстати говоря, является человеком Ермака, и в чистом виде креатура Ермака, это клоун, который призван вещать с телевизора, из других средств массовой информации, изначально, еще до войны, уехал в Канаду или в Америку, где он там находится, и учил жить, и писал законы, и, короче говоря, учил економіки всю страну. Вот посмотрите, що він говорив про Богуслаєва. Про позитив. Керівник Мотор Січі вважає, що потрібно фокусуватись на позитиві, показувати те гарне, що є в країні. А такого багато. Наприклад, його компанія, яка виробляє, поставляє гелікоптери на весь світ. А тим керівникам підприємств, які жаліються, показують приклади успішних колег та питати, що конкретно заважає їм стати такими самими. І ці конкретно проблеми, коли вони справжні, вирішувати. И тут он отвечает, вот можете сами почитать, я не хочу зачитывать, что он отвечал у себя в комментариях на этот счет. Послушайте, какой негодяй. Может быть, надо Тимофея Милованова самого проверить, еще и учитывая, что это человек Ермака, и как там на самом деле все происходит, что он это Мотор Сич пиарил. И напоминаю вам, что Милованов входит в Напсовет Укроборонпрома, на секундочку, главного оборонного предприятия в Украине. А я вам всегда говорил, что приватизировано должно быть все, и оборонный сектор должен быть на 100% частным. И если бы это тогда так было, настоящая была проведена приватизация и можно было свободно заниматься производством оружия и всей оборонкой, а не только для избранных, то бишь пилить деньги, уже как-то все забыли про Гладковских при Порошенко, понимаете? Там все они проворовались просто на миллиарды, сотни миллионов долларов, половина из них являются завербованными Российской Федерацией, там предатель на предателя и предателей погоняет. Но пока в политической миграции я или там Балашов, но не эти персонажи. А вот еще Гройсман очень хотел в Мотор Сичи поучаствовать в свое время. Ну и самый главный Петр Алексеевич тоже положил глаз на Мотор Сич в свое время, естественно. Опять же, по информации из прессы, правоохранительных органов, всех тех аудио, которые мы слышали от Медведчука, и вообще всей этой информации в медийном пространстве, Порошенко успешно взаимодействовал с Медведчуком,
зарабатывал деньги на войне, рассказывая здесь сказки, привозя Томасы при помощи криминальных структур. Ну, это я буду, может быть, потом рассказывать, как это все было на самом деле. А лохи все слушают и все хавают. Ни дня практически не проходит также без клоунады Николая Тищенко, который меняет по 3 раза слова в своих постах, никак не может научиться грамотно писать. Значит, самая главная мысль, которую я вам хочу донести. Путин – враг номер 1, который хочет уничтожить нашу страну. Чуть-чуть ниже него стоят внутренние враги. Это чиновники. Только Путин на нас напал в 2014 году. А чиновники на нас напали, начиная с 1991 года. При Совке это само собой, эту тему даже не затрагиваем, в чистом виде коммунизм. С 1991 года главными, как тогда была главная советская номенклатура, тех, кто ходят в КПСС, в ЦК, так сейчас главные были чиновники, и даже во время войны они продолжают паковаться, издеваться. Никто не понес ни наказания никакого. Я сразу скажу, я не пропагандирую никакие расстрелы. Я против расстрелов. Потому что в Китае расстреливают и каждый месяц находят какого-то нового чиновника, у которого находят в прямом смысле слова подвалы, набитые золотыми слитками, или где-то счета на сотни миллионов долларов. Я не сталинист, я ненавижу Сталина, поэтому я против таких методов. Должны работать законы. Суд должен быть независимым, но самое главное, общество должно понять, чего оно хочет на самом деле. Я вам хочу сказать еще раз, если завтра закончится война, чиновники продолжат делать ровно то же самое, что они делали до войны, ровно то же самое, что они делают во время войны. Пока вы не осознаете, что мы должны побороть чиновников внутри Украины, негодяев этих, госаппарат должен сократиться, государство должно убраться из экономики, должны быть написаны законы для людей, а не для чиновников. Гражданин и бизнесмен должен стать вот таким, а чиновник вот таким. А пока все происходит ровно наоборот. Куда вы не пойдете ежедневно в своей жизни, везде вы будете потерпать от результата работы чиновников. Потеряли всякий стыд. Вся команда Зеленского, весь офис президента, все эти прихлебатели, половина из них взаимодействует с криминальными структурами, делая бизнес. Вторая половина, по слухам и информации из прессы, ворует на гуманитарке, не будем пока называть фамилии. Происходит полнейший беспредел. Но тут же, что мы видим по ту сторону баррикад? В ЗСУ наш народ, наши ребята, тыл, волонтеры. Я не имею в виду волонтеров типа Притулу, этих непонятных полуаферистов, которые хотят в политику, или непонятных персонажей типа Стерненко. Я говорю о настоящих искренних людях, которые помогают, а таких много. Последние копейки отдают, потому что мы все, и все вообще граждане Украины, все в заложниках. Потому что если мы сами не профинансируем армию свою донатами и всем остальным, Путин выиграет. Как ее профинансировать? За последние деньги. При этом Путин разбомбил 40% энергосистемы Украины, уже многие сидят без света, дальше будут еще, естественно, этот негодяй не остановится, как только будет еще большее похолодание. Экономика рушится, потому что вместо того, чтобы дать производить все для армии, чтобы любой бизнесмен, любой желающий мог это делать, это все в лапах государства, то бишь вот этих бизнесменов в кавычках, о которых я говорил в начале видео, которые присосались и только избранные имеют право у нас зарабатывать, понимаете? Все остальные выживайте как хотите. Вы спросите, как этому сейчас противостоять? Повторяю, все в заложниках. Митингов нельзя, забастовок нельзя, военное положение. И я, собственно говоря, к этому не призываю, никаким революциям. На данный момент, пока идет такая ситуация, все мы должны оказывать медийное давление. Они должны себе в одно место засунуть телемарафон во главе с Кирюшей Тимошенко, и никто не хочет слушать этого газированного писюна. Все хотят слышать правду. Правду вы можете найти только в Ютубе и на единицах, на избранных каналах и сайтов, я даже вам не подскажу, где пишут правду. Есть там кое-какие еще телеграм-каналы несколько. Все. Все остальное находится в лапах офиса президента, всякие там Исландии и прочее. В лапах президента находятся все ключевые СМИ. Некоторые не в лапах президента, но пытаются им подыгрывать для того, чтобы их просто не постигло наказание после войны. Те, кто до начала войны пропагандировали в Украине русский мир и клоунов делали со всех украинцев, понимаете, своими статьями, своими новостями, которые были полностью исковерканы. Вот что сейчас происходит. Как можно оказать медийное давление?
Кто может, кто способен или кто не боится, открывайте свои YouTube-каналы, свои Telegram-каналы, Instagram, TikTok, любые соцсети, говорите правду. Кто не хочет, не может, боится, все нормально. Поддерживайте таких людей, как я. Видите, до чего у меня дошла ситуация? На меня был совершен конкретный наезд, который вынудил меня уехать в Америку к своим родственникам. Теперь я здесь вынужден просить политическое убежище. Хотя никто этого изначально не планировал, понимаете? Я вынужден был за копейки продать свой бизнес и имущество в Украине. Просто за копейки. Я потерял сотни тысяч долларов. Поэтому тот, кто думает, что мне нужна была политика или власть в Украине, я уже ее там не получу. И не было у меня таких планов. На данный момент я просто сражаюсь за справедливость. И начинаю жизнь с нуля в Америке. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, ко мне. Покажите канал друзьям, родственникам. Вы не должны меня любить. Вы не должны со мной во всем соглашаться. Просто задумайтесь, делайте какие-то выводы. Не позволяйте себя дурачить и оболванивать телемарафоном и всяким прихлебателям, всяким дуракам. Они сидят на миллионах долларов, которые они никогда бы не заработали ни в одной другой стране в мире. Это все с ваших налогов, и на самом деле это ваши деньги были. Они присосались к бюджету. Бюджет – это огромный куш, вот там, где зарабатываются все деньги. И если когда-нибудь настанет день, когда вы узнаете всю правду, многие просто сойдут с ума. Вы не выдержите этой несправедливости, в которой вас держали десятилетиями здесь, и планируют то же самое делать после войны. Поэтому мы должны победить Путина и уже сейчас начинать разбираться с чиновниками. Мы должны уже сейчас сказать, что нет, на следующих выборах ты уже не будешь сказки эти нам рассказывать и свои тупорылые предвыборные ролики крутить по телевизору и в интернете. Все, закончили. Эта лавочка должна быть закрыта. И повторяю, сейчас нужно это делать только в рамках закона. Для этого идеальное есть средство – это интернет. Не смотрите телемарафон, это ерунда. Не смотрите этих псевдоэкспертов, которые за месяц до войны рассказывали, что ничего не будет. Всегда смотрите в прошлое, чем занимался человек, на его бэкграунд, что он себя представляет. В Украине наконец-то должен появиться институт репутации, то, чего нет сейчас. По экономике я вам расскажу в следующих видео. Грядут еще более тяжелые времена. Поэтому спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на меня во всех соцсетях. Я вам очень благодарен за поддержку и за ваше внимание. Пока.